Okay, so now we look at compatibility. А сейчас мы посмотрим на совместимость людей. So the first thing we look at is how do we mean two people are compatible? Ну, во-первых, как мы решаем, что два человека подходят друг к другу? Compatibility actually means you have mutual favorable elements. Совместимость означает, что у вас взаимно есть благоприятные друг для друга элементы. That means you find your favorable element in the opposite party. Это означает, что вы находите благоприятные для себя элементы в другом человеке. The most important priority to look for your favorable element. Поэтому это самый первый приоритет – посмотреть на благоприятные нам элементы у другого человека. The second thing we just talked earlier, we say the heavenly stem of the day pillar can have attraction to each other. Вторая вещь, о которой мы уже говорили раньше, что если элементы личности, то есть небесный ствол дня каждого из партнеров сливается с небесным стволом дня другого партнера. So this is something like love at first sight. То есть это похоже на любовь с первого взгляда. So if your day pillar is in combined relationship with the other party, it makes you easier to attract each other. Easy what? Easier to attract each other. Если элемент личности, ваш элемент личности, небесный ствол сливается с элементом личности другого человека, то вам очень легко привлечь друг друга. Это как любовь с первого взгляда. That is the heavenly stem combined, yang wood, yin earth. То есть есть слияние небесных стволов, например, янское дерево сливается с иньской землей, Yang metal, yin wood. янский металл сливается с иньским Yang fire, деревом, yin metal. янский огонь с иньским металлом, Yang earth, yin water. янская земля с иньской водой, And yang water, yin fire. и янская вода с иньским огнем. So this is additional attraction. И это дополнительное притяжение. Okay, number 3 is the timing. Третье – это время. Because even you attract each other, you could be good friends. Потому что даже если вы притягиваете друг друга, это может означать, что вы хорошие друзья. Doesn't mean you will develop into marriage. Но это не обязательно означает, что ваши отношения разовьются и станут браком. And you develop into marriage only because you are at the right time. Ваши отношения могут развиться в брак, только если они случаются в правильное время. So therefore, if you want to see whether this man can be potential husband, Поэтому, если вы хотите увидеть, станет ли этот человек потенциально вашим мужем, you have to see is he coming into the luck to get married. вам нужно посмотреть, входит ли он в правильный столб удачи, в котором он будет жениться, будет готов жениться. Suitable luck and suitable time. Поэтому речь идет о подходящем столпе удачи и подходящем годе. So okay, then we always have to pay attention to the house of spouse. Далее нам следует обратить внимание на дом брака, The day pillar is very important. земную ветвь столпа дня. Это очень важно. If you marry this man, Потому что если вы выходите замуж за этого мужчину, you will be the one living inside the house of spouse. то вы будете тем, кто будет жить в этом доме супруга, в доме брака. So therefore you have to look at this man's 4 pillars. Поэтому вам нужно посмотреть на столпы судьбы этого мужчины. What will be your situation when you live inside this house of spouse? Какой будет ваша ситуация, когда вы окажетесь в этом доме супруга? You don't want to see clash and penalty. Вы не хотите, чтобы там были столкновения или наказания? Because it could mean after you marry to him, you will have conflict with his mother, or you will have bad luck with children. Потому что это может означать, что когда вы выйдете за него замуж, у вас будут конфликты с его матерью или с детьми. Also, you have to look a little bit further ahead. Также нужно смотреть немножко дальше, в будущее. How is this man's luck affect the house of spouse? Как удача этого мужчины влияет на дом брака. So now we look at the example of a couple. Давайте посмотрим на примеры пар. This is Gwyneth Paltrow and Chris Martin. Это Гвинет Палтроу и Крис Мартин. So just now we mentioned she is strong water. Мы только что говорили о том, что она является человеком сильной воды. Yang water born in a metal month with Янская вода, water. рожденная металлический месяц и в год воды на воде. So therefore she is quite strong.
Таким образом, она довольно сильна. That's why she married the husband 5 years younger than her. Поэтому она вышла замуж за человека на 5 лет младше ее. So then, first thing, how do we look at the compatibility between this couple? Ну, во-первых, нам нужно посмотреть на отношения между этими людьми, и совместимость этих людей, точнее. So you see, this woman is strong water. Мы видим, что эта женщина является человеком сильной воды. What is her favorable element? И какие элементы для нее благоприятны? Wood, fire, and earth. Дерево, огонь, земля. And you look at this man is wood, fire, and earth. И Fire and fire. если мы посмотрим на столпы судьбы этого мужчины, мы увидим, что там есть дерево, земля, огонь, огонь, огонь. And she doesn't like metal. И ей не нужен металл. This man has no metal at all. А у этого мужчины нет совершенно никакого металла. Okay. So the second, we have to look at how this man like her. Второе, на что нам нужно посмотреть, на то, как этому мужчине она нравится. This man is a strong earth gentleman. Это человек сильной земли. Because he's a young earth with a very strong fire supporting earth. Потому что он человек янской земли с сильным огнем, поддерживающим эту землю. So strong earth leads water and metal. Сильной земле требуется вода, металл. So therefore, he also likes her element. И мы видим, что ему также нравятся ее элементы. So this is mutual compatibility. Вот это можно назвать взаимной совместимостью. So therefore, the first condition, they are mutually compatible. То есть это первое условие, взаимная совместимость. Second condition, they have a day pillar combined. Второе условие, есть ли у них слияние столпов дня. So therefore, it seems she is yang water, he is yang earth. Она янская вода, а он янская земля. Not combining on top. Эти небесные стволы не сливаются, но земные ветви зато сливаются. Earthly branch combined is also a good relationship. Слияние земных ветвей также означает очень хорошее взаимоотношение. Do you see they have tiger, horse, dog? Вы видите, что у них есть тигр, лошадь, собака. So it's a three combined to make fire. Это комбинация трех, создающая огонь. This earthly branch combined sometimes even more powerful than heavenly stem. Слияние земных ветвей иногда даже сильнее, чем слияние небесных стволов. Heavenly stem is on the outside. Небесные стволы означают то, что происходит снаружи. Earthly branch is the foundation. А земная ветвь – это основа. Okay, so therefore we have this three combined. Таким образом, у нас есть здесь эта комбинация трех. So then, now we look at the house of spouse. Давайте теперь посмотрим на дом супругов. So the first thing you see, how strong is this house of spouse? Первое, на что нам нужно посмотреть, это на то, насколько силен этот дом брака. So therefore you see, you will be supportive to your husband. Вы, во-первых, увидите, что вы будете поддерживать вашего мужа. So in her own house of spouse, she is a little bit controlled by her husband. В ее собственном доме супружества она несколько контролируется мужем. Okay, so therefore she prefer a stronger husband. Поэтому она предпочла бы иметь сильного мужа. So therefore it's okay if the husband is stronger, she support him. Поэтому это приемлемо. Если муж сильнее, то она его поддерживает. Therefore, she may be loving the man more than the man love her. Можно сказать, что она любит мужчину даже больше, чем он ее. So second thing is she is supported by this wood. Ну, во-вторых, она поддерживается вот этим деревом. Wood supports fire. Дерево поддерживает этот огонь. That means at least no conflict with his mother. Это означает, что как минимум нет конфликта с его матерью. Okay, so therefore, now you look at the luck. Ну и далее мы можем посмотреть на его удачу. So if you are married to him, you are this strong fire. Если бы вы вышли за него замуж и вы стали бы вот в этом сильном огне. Strong fire leads earth and water. Сильному огню требуется земля и вода. Earth, water, and metal are favorable. Земля, вода и металл благоприятны для него. So therefore, you look at the man's luck. И вы смотрите на удачу мужчины. A lot of earth, metal, and water luck. И мы видим много удачи земли, воды и металла. So therefore, that means after you marry to him, you also has good luck. Это означает, что если вы вышли за него замуж, то у вас также